Добрый день, друзья! И сегодня я выехал опять на очередную рыбалку после небольшого перерыва. Я нахожусь в Воронежской области, на пруду Александровка-Налево. Я здесь был года 3 назад один раз и больше не приезжал. Ну вот, ребята сказали, надо съездить, там интересно. Поэтому, в принципе, приехал сюда. Ну, в принципе, водоем-то большой, огромный. А понять, где ловить и все остальное, в принципе, у нас понимание есть. Здесь русло основное, оно 7 метров примерно. И где-то на бровке, так как она ровная, эта бровка, чуть-чуть выше, закормили точку. Соответственно, где-то там на метр меньше, то есть около 6 метров глубина там. Вот. Ну, грунт посмотрел, походил. Здесь сразу нога провалится сантиметров на 20. Но такого сильного ила на русле я не заметил, чтобы уходил полностью туда груз или там тина, вот это вот что-то такое попутное. Когда все-таки груз уходит при закидывании в ил, то ты чувствуешь, когда выдергиваешь его обратно. Вот. Дует ветерок небольшой, сейчас вечер. В принципе, как? Мы будем закидываться и потом закармливаться. Принцип закорма будет, наверное, такой. Так как мы к вечеру приехали, мы сейчас, наверное, заплывем на матрасе, одну точку прям вот закидаем вокруг в радиусе 3-4 метров зерновыми. И я еще с кобры подкормлю. Ну и, в принципе, пойдем в ночь, будем ждать, что получится из этой затеи. Да, и у меня сегодня второй выезд. Сын со мной тоже поехал. Вот. Так что надеюсь на хороший улов.
Добрый день, друзья. Теперь пояснение, на что ловили и как. У меня было два вида монтажа. Инлайн и вертолет. Вот монтаж, чтобы не спрашивали, сразу покажу вам. Вот монтаж, это инлайновский. Для тех, кто не знает. Почему? Потому что при поклевке груз вот так сходит. И он посередине него идет как раз литкор. Но это для новичков, в принципе, все знают инлайн-монтаж. Вот. Инлайн-монтаж и четверка, что ли, или шестерка крючок. Но я брал крючок, подвешивал, по граммажу подбирал, это шестерка крючок. Банан, монтаж через кольцо. Вот. И здесь важно в этом монтаже, я ловил на скорик. Скорик очень хорошо клевал, вся рыба, и лещ, и карп, и именно амур. Все клюнули именно на мельбеле Флорентина. Это производство скорика, ну, карболы. Вот. Монтаж делал именно, который на инлайн закидывал, именно с колечком. Вот так он примерно стоял, получается, на дне. То есть он приподнимался, крючок вот так на острие становился и на дне. Вот. И было также колечко. Почему колечко? Потому что когда засасывает кап, он за собой тянет крючок, видит сопротивление, что дальше он не может. Вот, соответственно, он чувствует опасность. И обратно он, получается, выплевывает этот бойл. Так вот, когда он обратно выплевывает бойл, вот это кольцо смещается к жалу, и засекаемость крючка в разы увеличивается. То есть, соответственно, при натяжении вот так он выплевывает, бойл вперед летит от него, и еще сильнее крючок нагибается и засекается за нижнюю губу. Ну, когда он засекся уже, то, естественно, карп начинает или сазан из стороны в стороны вот так дергать головой, резким движением, пытаясь сбить. Соответственно, он тогда резкими движениями груз вот так натягивает, и груз еще сильнее просекает его в губу. Потом карп еще чувствует еще больше, или там амур, именно боль, соответственно, препятствие, какой-то боль, шок какой-то. Вот. И он сильнее, еще сильнее дергает, и инлайн так соскакивает. Если бы груз не соскакивал, то карп мог бы еще побороться и попробовать груз вверх, вверх, в бок вот так швырять, и, в принципе, тогда крючок расшатывался и вылетал бы. А так как инлайн уходит от него, соответственно, вот он уходит раз и ушел, ну, может вообще по леске там кататься весь, пока вытаскиваешь большую рыбу, то, в принципе, у него здесь свободно, а нету груза вот здесь, чтобы мотать его, а крючок уже засекся же, и он его хорошо просек. Соответственно, у него нет опоры, которая выдернет ему крючок, и, в принципе, можно спокойно вываживать, не торопясь и размеренно, не пугая рыбу, лишь бы она как торпеда не разгонялась перед посадчиком. Вытягивает уже, и, в принципе, монтаж очень хорошо себя реализовал, хорошо пробивает. Это, кажется, гамакацу у меня крючки. Вот. Второй вид монтажа. Ну, как уже не раз показывал, вертолет. Здесь получается на расстоянии, там что, 40 сантиметров, наверное, у меня получается вот этот сам монтаж. Карп засекается, ну и, в принципе, у него рычаг далеко, не рядом, как вот монтаж, там 10-15 сантиметров или 17 сантиметров, а именно вот 40 сантиметров, и он, в принципе, хорошо засекается. Но мне этот монтаж больше нравится за то, что я могу его закинуть далеко. С ПВА или без ПВА, то есть он летит, хорошо пробивает вот так воздух. Если ветер, то ему не страшен, он ложится туда, куда вы задали. И, в принципе, здесь вот флюорокарбоновый поводок, и получается монтаж будет стоять вот так в воде, приподнятом. Сам карбол будет приподнят, а крючок будет на дне лежать. Ну, в принципе, вот как раз большого трофейного на 14 800 амура я и поймал вот на этот монтаж. Несмотря на маленький крючок, здесь крючок четверка.
он не разогнулся, я его хорошо засекся и, в принципе, его уваживал, ну, конечно, долговато уваживали, там минут 20-30, не торопясь ночью, чтобы не потерять рыбу, но, в принципе, держался хорошо. Вот. Всю ночь и утром клевал именно на мельбуль флорентина. Не знаю, что за пристрастие у карпа именно на этом водоеме. Но, наверное, здесь еще влияет фактор не только запаха карболы на втором месте, а именно маленький размер и расцветка. Так как все-таки очень прозрачная вода, думаю, на глубине она поменьше имеет прозрачность, но все равно именно, видать, такой бледно-розовый с белыми полосками бойл, он именно заметен в местной рыбе, потому что и лещ, и карп, еще уже раз повторюсь, и амур именно хорошо на бледно-розовую тасаску шли. Ну, естественно, мельбуль флорентина это все-таки сладкий запах, такой специфичный. Но я знаю, что на многих мельбуль хорошо работает в водоемах, не только на этом. Ну, в принципе, наверное, это все-таки состав бойла, хороший ароматизатор, размер и раскраска удачная. Вот. В принципе, вот все по монтажам, 2 вида монтажа использовал. Именно вот такие. Но, в принципе, я уже давно перешел на них. Уже это все лето именно этими 2. Нужно далеко вертолет. Нужно чуть поближе. Или в завоз, то инлайн. Остальные, как бы, я уже говорил, ну, не использую. Yeah. Доброе утро, друзья! Вот утро пришло. Ночью, извините, не снимали поклевки, но поклевки были. Мы за ночь поймали, получается, 3 леща. Ну, лещ здесь клюет, на скорик очень любит. 3-4 леща, наверное. Вот, я не знаю, сейчас посмотрю. И одного карпа около 5 килограмм, одного около 3 килограмм и амура. Амур, не знаю, 8-7. Ну, сейчас я, в принципе, хочу спуститься к воде и, в принципе, буду вытаскивать, на мат положу и все вам продемонстрирую. Ну, амур, правда, красавчик хороший. Опа! Вот такой баллон. Бля, ты чё, не надо? Так, надо его прикрыть. Держи вот так, Никита. Ну что, посмотрим. Ночного гостя. Он собрал 6 удилищ. Да? 6 удилищ, 4, нет, 5 удилищ. 3 наши и 2 соседских. Рекордсмен просто по сбору удилищ. Вот такой красавчик. Сейчас хочу взвесить, аж в мат не помещается. Ну да, в мат не помещается. Ну,
помещается, конечно, но с трудом, с трудом. Ну, мат весит где-то кило 50. Самому интересно. До жути. Нифига себе. $15 850 минус кило 50, 14 800 ровно. Это мой бигфиш на данный момент. Вообще обалденно. Как он сражался, он все запутал. А, нет, он еще и маркер вытащил. Так что вот такая торпеда. Сейчас постараюсь вам показать. Ой. Так, друзья, показываю амурчика, пока он успокоился и не выпрыгнул никуда. Вот. Ну что, почти пятнашка 14 800. Не могу его как показать ближе в кадр. Тяжелый, блин. Вот такой красавец. Фоткой. Ну что, друзья, взвесим карпика красивого, который ночью пришел. Что-то они все ночью сегодня приходили. 6,150 минус получается, ну 6, ну 5. Я, как и говорил, 5. Вот такая пятерочка. Красивая. Такая зеркальный карпик на 5 килограмм. Есть еще трешка, ну не буду уж доставать. 2 больших рыб достал, показать. Вот. Эта ночь хорошо удалась. На прикорм хорошо подошел. Вначале лещ задалбливал, потом карпик пошел, и потом клюнул амур ночью, и под утро еще карпик. Вот как раз эта пятерочка. Так что все понемногу клевали и внесли свой взнос. Ну что, друзья, утро вторых суток. Ночью вообще ничего не клевало. А сейчас долгожданная клевка. Но что-то небольшое. Или пока не подойдешь, не увидишь, называется. Не знаю почему, но у нас как выключил точку вчера в 9 утра. И все. Больше ничего не было. Сейчас вот поклевка первая с 9 утра вчерашняя. Я сейчас с утра встал, перезакидывал. Как раз. Думаю, надо что-то поменять. В обед уезжать. А за сутки ни одной поклевки. Вот она и клюнула. Че, ловля лещей называется. Серия с утра. Ну, подлещик. Ну что, засолим. Но мы не за этим, не за лещами приехали. Хорошо, будем дальше работать. Заметил, все лещи почему-то клюют в бровку. Сюда идут, в берег. Утро второго дня. У нас было пару поклевок. Вообще глушняк у всех был. Но очень плохо одни лещи ловились. Вот. То, что касается лещей, за двое суток вот 6 штук.
А все шли на буйлы. Ну, вот самый большой вот такой. Ну, достойный лещ. Остальные все подлещики. Ну, лещей не отпускаю, солить буду. Лещ соленый очень вкусный. Итак, друзья, итог вторых суток. 2 прекрасных карпика. Сынок все вытащил. Я был на подсаке. Вот. Ну, в принципе, как, рыбалка удалась. Мне кажется, отлично. 4 карпика, 1 амурчик, немного лещей. Водоем порадовал. Спасибо, кто мне посоветовал, Сергей, съездить на этот водоем именно сейчас. Вот. Вот этот карпик где-то около 3 килограмм, вот этот 5. Вот, 2 зеркальных, 2 чешуйчатых. Вот такая прекрасная семейная рыбалка. Итак, друзья, время 11-12 дня. Спрятался в шелтер, просто неимоверная жара. Днем вчера было 34 градуса, и клев сильно ухудшился в ночь. Поэтому вот сегодня с утра начали потихонечку собираться, вот, и уходить. Ну так, итоги. Пруд отличный, специфичный. Чем прохладнее, получается, тем он лучше рыбка клюет. Чем жарче и штиль, то вообще вырубает клев и ничего не клюет. Я, естественно, хочу еще раз здесь побывать, когда будет именно прохлада, и, в принципе, посмотреть, как будет клевать. Вот. Так-то самое главное, самое приятное, что последний месяц я попадал на пруды с корягами, а здесь их нету. Очень приятно, что этого нет, потому что сигнализатор может кричать, подойти можно, ну, естественно, быстро, но, в принципе, не так, чтобы затягивать фрикцион и прям с удочкой ночевать. Вот. Ну, в принципе, итоги сессии хорошие. Рыбу поймали. И, в принципе, самое главное, Big Fish поймал. И, в принципе, и Big Fish поймал. Ну, на этом все, друзья. Помните, дни, проведенные на рыбалке, в счет жизни не идут. Чаще выезжайте на рыбалку, экономьте свою жизнь, получайте приятное удовольствие. Вот, отдых на природе прекрасно проводите. Ни хвоста, ни чешуи. Тем, кому понравилось видео, прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики для оповещения. Почему каждый раз каждый блогер это говорит? Потому что чем больше подписчиков и ставятся лайки, тем больше просмотров, в принципе, и больше популярности. Естественно, ради этого и снимаем, чтобы вы могли посмотреть, какой-то опыт перенять и уже его применить на деле. Вот. Не отвечать же каждому человеку на рыбалке индивидуально. В принципе, с этого блогерство и началось, потому что на каждой рыбалке хорошо ловлю, люди подходят, спрашивают. Вот один из факторов, почему начал снимать видео. Я сам был начинающий, было очень мало информации, можно было только узнать или с кем-то поехать. Но у меня не было таких друзей-карпетников, которые могли поделиться опытом, поэтому я все это черпал из интернета. Надеюсь, мое видео тоже кому-то понравится, он его посмотрит, почерпнет свое что-то полезное, вот. Ну и дальше будет смотреть видео, которые буду дальше выпускать. Всем ни хвоста, ни чешуи.